Друзья, всем привет! У нас продолжается, скажем так, сезон распаковок и будущих обзоров. До этого я приобрел себе Xiaomi Pad 7, а сегодня у нас появляется Xiaomi 15. Да, оперативненько удалось продать Xiaomi 14, кстати говоря, очень крутой аппарат, и я считаю, что один из немногих Xiaomi флагманов, которые мне за последнее время зашли, и решил я взять попробовать, что такое Xiaomi 15. 12512, зеленый цвет, и в этом видеоролике я проведу распаковку и первое свое мнение и впечатление расскажу об этом смартфоне, а полноценный же обзор будет чуть попозже. Что же, у нас аппарат получается европейская версия, соответственно, Xiaomi 15, все дела. И самое важное такое отличие этого аппарата от, допустим, других каких-то рынков, это то, что здесь у нас, конечно же, не будет зарядного блока. И его придется покупать отдельно. Благо, как оказалось, у компании Xiaomi есть официальные блоки, их можно без всяких проблем приобрести. Что же, давайте распакуем и посмотрим, что же тут интересного. И, как говорится, о да, эти первые впечатления и ощущения от распаковки аппарата. Да, кстати, тут компания нам сделала вот такой интересный хлястик, чем-то мне iPhone напоминает, но опять же, это уже, скажем так, совершенно другая история. Опять же, не перестаю вам повторять, что эти чувства, когда ты распаковываешь новый смартфон. По сравнению с Xiaomi 14, понятное дело, что коробка стала меньше, ибо нет зарядного блока, но как бы будем отталкиваться с вами от того, что есть. Получается, нас, как и обычно, встречает конвертик, и там где-то наш с вами Xiaomi аппарат. Что же в самом конвертике? Ну, опять же, по сравнению с тем же Xiaomi 14, он стал куда больше. Ага, то есть они для того, чтобы нам уменьшить коробку, сюда положили, соответственно, кабель Type-C и положили тот самый крутой черный чехол. Ну, к этому мы еще с вами когда-нибудь потом вернемся, но нас с вами дальше будет интересовать, конечно же, сам смартфон. Кстати, кому интересно, в коробке больше ничего нет, и да, это европейская версия. По самому же аппарату, он как обычно запакован у нас в такую транспортировочную пленку, тут вся необходимая информация о том, что это лейка, что здесь, конечно же, у нас есть фишки искусственного интеллекта, Snapdragon 8 Elite Mobile, ну и тому подобное. В общем, давайте распакуем и посмотрим далее, что же из себя этот аппарат представляет. У меня, конечно, был такой очень выбор в магазине, либо приобрести черный цвет, он был такой матовый, либо взять зеленый, хотя зеленый тоже, кстати, больше такой матовый. Я думал, что он будет как а-ля стекло у того же Xiaomi 14, но тут, как я понимаю, все будет немножечко иначе. Опять же, спасибо, что есть пленка на экране с первого, скажем так, вскрытия аппарата. И да, когда я это устройство приобретал, мне дополнительно сказали, что гарантия на него теперь действует 24 месяца, и плюс еще производитель в подарок делает 6 месяцев гарантии на стекло, что меня, конечно же, очень порадовало. Давайте сейчас я первоначально его настрою, и после чего к вам уже вернусь и расскажу, что по софту. Ну, а в целом, по первым таким ощущениям, как и обычно, компактный аппарат, и таким, в принципе, должен быть смартфон. То есть я не понимаю, зачем производители сейчас делают там 6,68, 6,67, 6,8. Ну, то есть в руке оно лежит очень непрактично. Ну, это по моему личному мнению. Опять же, 6,36, вот сколько диагональ этого аппарата, ну и, в принципе, материал этого устройства, действительно, позволяет вам понять, что это какой-то флагман компании и что это, в принципе, премиальное устройство. Ну что же, друзья, первоначальную настройку я данного чудо-аппарата прошел, и что в целом могу сказать, что аппаратом я остался лично доволен. Ну, именно в плане по софту, потому что если там брать во внимание ту же батарею, камеру, в принципе, работу самой системы, тут, конечно, можно, долго еще проводить всякого рода тесты. Сейчас же я вам так коротко расскажу по софту и что мне вот реально зашло. Во-первых, мне зашло то, что сразу прилетело свежее обновление. И вот вы сейчас можете его заметить. 2.0.106.0. Опять же, по списку изменений здесь, как и полагается для этого огромного и крупного обновления, в плане того, что тут у нас добавляется новая история с фонариком, то есть его новая регулировка, в принципе обновленные анимации, дальше у нас добавляются новые сетки для рабочего стола, ну и плюс улучшается Game Turbo. Да, это все отлично. Но что еще из интересного можно найти в новой системе? Конечно же, это тот самый раздел Xiaomi Hyper AI, ради которого, в принципе, эта
компания Xiaomi так решила заморочиться, и в этом аппарате, как вы понимаете, все сразу есть по умолчанию. И не нужно дожидаться, когда прилетит там какое-нибудь обновление где-то в апреле, а может быть в мае, а может быть еще когда-то там. То есть тут есть все сразу и по умолчанию. Отдельное видео я сделаю касательно этого раздела, где я расскажу более детально, что и как. Сегодня я вам в принципе рассказываю, что интересного есть по софту данного устройства. Что мне еще понравилось, это раздел батарея. Если вы заходите в раздел защита батареи, у вас появляется та самая интересная фича, которая касается состояния батареи. Соответственно, вам отображается информация, которая относится к состоянию батареи, к циклам, к дату производства батареи и первое ее использование. Да, вы понимаете, откуда взята в принципе вся эта история, но я считаю, что именно этого раздела аппаратам Xiaomi и не хватало. Теперь вы не будете гадать, допустим, когда на вторичке будете покупать или продавать устройство, за сколько вам его выставлять, или же какое устройство вы в принципе покупаете, может быть у него батарея там в принципе какая-то ушатанная, и вам там продавец хочет наоборот впарить какую-то фигню. То есть я считаю, что данный раздел это очень крутая история. Еще добавляется более гибкая настройка в параметрах зарядки, то есть вы можете отдельно выбирать режим как для проводной зарядки, так и для беспроводной зарядки. Да, это тоже очень удобно. И еще есть один интересный у нас раздел, который добавляется в дополнительных функциях. Это режим устойчивости к холоду. То есть если в ваших краях там минус 20, минус 30 условно, то аппарат будет понимать, что за бортом, скажем так, такая температура, и что как бы нужно на это все куда более интереснее реагировать. Что касается софта камеры. Ну, с камерой тут вообще в принципе очень все они сделали круто. Мне понравилось то, что, во-первых, как вы можете заметить, тут куча объективов. Если в том же Xiaomi 14 там было, если не ошибаюсь, 0.6, 1.2 и, по-моему, 3.2 или же 3.6, ну что-то в том роде. Получается, здесь же, если мы нажмем вот сюда на единичку, так не с первого раза я, конечно же, попал, мы можем менять с вами режим фокусировки, ну или же как вот, допустим, на тех же объективах зеркалок. То есть есть фиксы там 23 мм, 35 мм, и тут мы с вами по умолчанию все это можем делать. Соответственно, если выбираем пятерку, то тут мы можем либо 230 мм выбирать, либо же 120 мм. В общем, по камере, конечно же, Xiaomi 15 это очень крутая история, и я думаю, что он будет выдавать очень крутые снимки. Но опять же, это мы узнаем, когда вот непосредственно попользуюсь этим устройством. Еще по новым фишкам, что я из такого лично заметил, это, конечно же, возможности в экране, всевозможные улучшенные текстуры, всевозможные там улучшения частот обновления. Кстати, кому интересно, здесь у нас будет с вами по умолчанию либо 60, либо 120 Гц, ну, в принципе, больше и не нужно. Ну и, конечно же, куча фишек у систем визуализации с искусственным интеллектом. То есть в плане софта устройство действительно крутое. В плане вообще в принципе того, как оно лежит в руке, что оно из себя представляет, как я уже сказал, мне оно очень понравилось, потому что компактно, очень элегантно, ну и премиально. Кстати, кому интересно, чехол, который идет в комплекте, очень хорошо перекрывает камеру. И то есть если вы случайно там попробуете провести по столу, то соответственно чехол защитит объектив вашей камеры, ну и стекло самой камеры. Но я бы, конечно, еще бы дополнительно докупал бы сюда защиту, именно стекло какое-то, потому что на том же Xiaomi 14 у меня такое было. Ну а так, да, хоть аппарат не дешевый, как бы его цена сейчас стартует от 1000 евро, но я считаю, что вот почему бы нет, то есть если брать уже Xiaomi, то брать флагман. Да, вы можете сказать, что я зажирался, но опять же, по крайней мере, у меня не будет проблемы, что, допустим, какая-нибудь серая шторка у меня будет вылезать, я не буду думать, как мне там, допустим, что-то дополнительно делать с этим устройством, чтобы его улучшить. Ну, то есть, мое личное мнение, что аппарат должен работать из коробки, и да, за это надо переплачивать. Кому интересно, то да, конечно, может и разблокировку сделать, root-права поставить, модули, ну и тому подобное. Опять же, это выбор каждого, я не думаю, что стоит за это вообще в принципе кого-то осуждать, потому что я часто встречаю в комментариях разные осуждения, разные негативные комментарии, буллинг даже тот же, ну, касательно того, что у людей разные мнения. Потому для кого-то, ну, прикольнее купить флагман, кому-то прикольнее купить бюджетку, с ней заниматься. Поэтому тут уже дело исключительно каждого. Но исходя из этой покупки, я лично доволен, и потому дальше буду тестировать и снимать для вас интересный контент, конечно же, по Xiaomi 15 и про новую HyperOS 2.0 на глобальном рынке. Ну а если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментариях, с радостью на них и отвечу. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.